Увидев как-то прорицателя, который за плату предсказывал будущее кому угодно, Демонакт сказал: «Я не понимаю, за что ты берешь деньги. Ведь если ты можешь изменять предначертанное, сколько бы ты ни потребовал, этого все равно будет мало. Если же все свершится так, как угодно божеству, к чему вообще твои пророчества?» Лукиан Самосадский. На протяжении всей своей истории человечество пыталось заглянуть в будущее, что, собственно, и стало толчком к возникновению различного рода прорицателей, колдунов и гадалок, которые всевозможными способами старались приподнять завесу тайны, окутывающую грядущее. Одни с этой целью обращались за помощью к духам, другие связывали события, происходившие на Земле, с движением небесных светил, третьи пытались привлечь себе на помощь науку. Но, пожалуй, одним из древнейших способов гадания все же является хиромантия, утверждающая, что по руке можно рассказать о характере человека и узнать события, как произошедшие с ним в прошлом, так и ожидающие его в грядущем. Точное время возникновения хиромантии в настоящий момент установить практически невозможно. Но современным историкам доподлинно известно, что еще 5000 лет назад хиромантия широко была распространена на Востоке. Перелистывая многовековые летописи и трактаты, дошедшие до наших дней, мы можем узнать, что хироманты были в почете у египтян, сирийцев, китайцев и даже греков. А в древнеиндийских ведах хиромантия упоминается под названием Самудрика Шастра – наука моря, и относится к одной из 7 наук великого бога моря Самудры. Первую попытку исследовать магию, которой в то время считалась хиромантия, предпринял в 350 году до нашей эры древнегреческий философ и ученый Аристотель. Кстати, именно с легкой руки греков хиромантия получила привычное нам название. Дословно с греческого слова «хиромантия» переводится как «предсказание по руке». После Аристотеля ученые умы обходили стороной хиромантию, и лишь к концу XV века интерес к этому учению вспыхнул с новой силой, переведя ее из раздела магии в раздел искусств. Если говорить о России, то в нашей современной истории бурный интерес к хиромантии возник в начале 90-х годов прошлого века и не ослабевает до наших дней. По всей видимости, кризисная ситуация, сложившаяся в стране на рубеже веков и образовавшийся в обществе на этом фоне духовный вакуум, стали плодородной почвой для прорастания оккультных практик. Православная церковь считает хиромантию очень опасным заблуждением. Посудите сами, смысл хиромантии противоречит одному из основных христианских принципов, согласно которому все события человеческой жизни определяются только его личным выбором и промыслом Божиим, а не предсказанием судьбы, которая линиями нарисована на поверхности руки, что с точки зрения веры расценивается как оскорбление человека, так и церкви. В свою очередь, по причине недоказанности, так как ни одно серьезное исследование не смогло подтвердить наличие связи рельефа рук с судьбой и характером человека, официальная наука относит хиромантию к лженаукам. Тем не менее, в некоторых странах до сих пор достаточно сильно влияние ее адептов. Например, в Канаде существует Национальная академия хиромантии, а в Национальном индийском университете наряду с академическими науками нашлось место и преподаванию хиромантии. Так что же представляет из себя современная хиромантия и почему по сей день во многих слоях современного общества она вызывает не только интерес, но и доверие? Хиромантия – это система гадания, в основе которой лежит попытка связать кожный рельеф, форму и внешний вид рук человека с его характером, физическими данными и судьбой. Особое внимание хироманты уделяют папиллярным и флексорным линиям ладоней, изучив которые, по их мнению, можно предсказать судьбу человека. В подтверждении своей правоты приверженцы хиромантии приводят ряд доводов, начиная от древности и, соответственно, правильности своего учения и заканчивая уникальностью настоящих хиромантов, ибо талант правильно предсказать судьбу по руке отдается лишь единицам.
которые не просто знают значение каждого символа, расположенного на руке, но и могут почувствовать, за что он отвечает в судьбе каждого отдельно взятого человека. Отдельным аргументом, стоящим в основе всего учения, выступает индивидуальность рисунка линий на ладонях и пальцах, которые никогда не будут идентичны у двух отдельно взятых людей. Но давайте по порядку. Начнем с того, что ни одну фундаментальную науку невозможно изучить, прочитав пару учебников или посмотрев видеокурс во всемирной паутине. Тем более без чуткого руководства и наставления опытных педагогов. Если говорить о любых оккультных практиках, то они намного проще, чем академическая наука, не требуют серьезного изучения, а главное, говорят людям то, что они хотят услышать, что и является основной причиной их привлекательности. Как вы понимаете, гипотетический вывод истинности хиромантии, основанный на ее довольно древней истории, никоим образом не может расцениваться всерьез, а утверждение о наличии людей, наделенных уникальным даром предсказывать судьбу по линиям рук, разбивается о гранитный берег доказательной науки. Каждое утверждение, выдаваемое за научное, в обязательном порядке должно быть подтверждено и доказано опытным путем, чего в случае с хиромантией ни разу не произошло за ее долгую историю. Что же касается рельефа ладоней и в особенности папиллярных линий, то медициной давно доказано, что они формируются еще на 3-4 месяце внутриутробного развития под влиянием полученного от родителей набора генов и хромосомных мутаций, происходящих во время роста зародыша. Соответственно, следуя логике хиромантов, изучив руку новорожденного, можно рассказать будущий характер и судьбу ребенка. А как же родители, школа и окружающие в процессе взросления малыша люди? Получается, все эти факторы никак не влияют на будущее человека? И опять же флексорные линии, появление и выраженность которых напрямую зависит от образа жизни, возраста и вида трудовой деятельности человека. Например, о чем нам могут поведать глубокие флексорные линии, сформировавшиеся у столяра после ежедневного воздействия на его руку рубанка, помимо его рода деятельности? Еще один пункт хиромантии, который не выдерживает критики, это множество различных школ данного учения, которые не только разительно отличаются, но и зачастую противоречат друг другу. Например, для предсказания будущего одни предлагают использовать левую, а другие правую ладонь, узоры на которых чаще всего достаточно сильно разнятся. По большому счету, любые предсказания, в том числе и хиромантов, основаны на общих, довольно расплывчатых выражениях, которые способны быстро внушить доверие достаточно впечатлительным людям. Например, «Вы очень целеустремленный человек и любите добиваться своего». Или «У вас очень много скрытых возможностей, которые вы до конца не проявляете». А эффект забывающихся порой предсказаний давно известен в научном мире и именуется эффектом Барнума или эффектом субъективного подтверждения. Финиас Барнум, в честь которого эффект получил свое название, был популярным шоуменом, жившим в XIX веке. За необыкновенную способность манипулировать людьми публика прозвала его королем надувательств. Девизом всей жизни шоумена было выражение «Каждую минуту рождается еще один простак». Смысл эффекта Барнума заключается в том, что человек воспринимает общее расплывчатое утверждение, которое подойдет абсолютно любому, как сугубо индивидуальное, предназначенное только ему. Пожалуй, этот феномен дает еще одно объяснение большой популярности не только хиромантии, но и любого другого вида предсказаний. Но и заговорив о психологии, нельзя не вспомнить дедушку Фрейда, говорившего о гаданиях, что с течением времени любое предсказание кажется все более и более сбывшимся. Помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что любой хороший предсказатель или гадалка являются еще и отличными психологами, обладающими замечательной наблюдательностью. Но, как говорится, без ночи нет и дня. Именно хиромантия стала крестной матерью таких наук, как дерматоглифика и дактилоскопия. Дактилоскопия – это способ опознания человека по отпечаткам пальцев, широко используемый в криминалистике.
Больший интерес с точки зрения медицины представляет из себя дерматоглифика – научная дисциплина, изучающая признаки узоров на коже ладонной стороны кистей и стоп человека. За более чем вековую историю ученым, занимающимся дерматоглификой, удалось установить порядка 30 редких признаков, сигнализирующих о наличии генетических отклонений у человека. В настоящее время дерматоглифическое исследование является одной из важных и необходимых частей обследования в генетической клинике. Оно помогает установить наличие или предрасположенность к развитию таких заболеваний, как синдром Клайнфельтера, синдром Дауна, шизофрения и так далее. Подводя итог сегодняшнего разговора, хочется отметить, что любое неосторожное слово, брошенное предсказателем, в том числе хиромантом, способно побудить человека отказаться от жизненно важного для него в данный момент лечения, тем самым серьезно подорвав физическое, психическое или семейное здоровье. Постарайтесь воспринимать весь поток так называемой мистики и экстрасенсорики, обильно льющейся на нас с экранов телевизоров и мониторов, как банальную сказку для взрослых. Недаром еще в XVIII веке великий немецкий мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте сказал: «Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами». Берегите себя. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!